Мотоциклист и велосипедист начинают движение одновременно. Ускорение мотоцикла в 3 раза больше, чем у велосипеда. Во сколько раз большая скорость будет у мотоцикла? А. За один и тот же час. И Б. На одном и том же пути. Итак, задача известна, что ускорение у мотоцикла в 3 раза больше, чем у велосипеда. А мотоцикла равно 3А велосипеда. То есть в 3 раза больше, чем у велосипеда. Спрашивается, во сколько раз большая скорость будет у мотоцикла за один и тот же час. Первое, будем смотреть за один и тот же час. S мотоцикла будет равно, поскольку они начинают одновременно. Скорость начальная равна нулю, поэтому будет А мотоцикла умножить на Т квадрат и делить на 2. Естественно, у велосипедиста будет такая же, поскольку начинает одновременно А велосипеда на Т квадрат делить на 2. Отсюда Т квадрат с этой формулы будет равно 2С мотоцикла делить на А мотоцикл. Естественно, с этой формулы тоже Т квадрат равно 2С велосипеда разделить на А велосипед. А поскольку А мотоцикла в 3 раза больше, чем ускорение велосипедиста, так можно написать вот такое, что 2С мотоцикла делится на 3А велосипеда. Это вместо вот этого значения подставляем 3А велосипеда. Итак, теперь можем их соответствующим образом, поскольку за одно и то же самое время, посмотрим, каким образом они будут друг к другу относиться. Давайте приравняем оба этих значения, потому что Т квадрат одинаковое. Будет 2С мотоцикла делить на 3А велосипеда равно 2С велосипеда, что делится на А велосипед. Сразу можно сказать о том, что в двух частях уравнения можно сократить двойки и можно сократить велосипеда. У нас получается С мотоцикла разделить на 3 равно С велосипеда. С мотоцикла равно 3С велосипеда. Можно сказать, что за одно и то же самое время с соответствующим ускорением мотоцикл наберет расстояние в 3 раза больше, чем велосипед. Теперь посмотрим, как у них будет со скоростями за один и тот же час. Так, В мотоцикла равно А мотоцикла умножить на Т. В будет равно А велосипеда тоже умножить на Т. Вместо А мотоцикла подставляем те тоже значения. Будет у нас тогда В мотоцикла равно 3А велосипеда умножить на Т. И В велосипеда будет равно просто А велосипеда умножить на Т. Делим левую часть на левую часть и правую на правую часть. Получаем В мотоцикла делится на В велосипеда равно 3А велосипеда на Т делить на А велосипеда на Т. Это сокращается, это тоже сокращается. Получается, что В мотоцикла равно 3В велосипеда. То есть за одно и то же самое время мотоцикл наберет скорости больше, чем велосипедист. Теперь посмотрим на одном и том же пути, сколько раз будут их соотношение скоростей. S мотоцикла равно S велосипеда. S мотоцикла можно записать таким образом. S мотоцикла равно А мотоцикла Т в квадрате делить на 2. С другой стороны, Т будет равно В конечное минус В начальное разделить на Т. Поскольку начальное равно нулю, тогда у нас А равно просто В конечное разделить на Т. В конечное мотоцикл разделить на Т. Тогда путь пройденным мотоциклом будет равен. Вместо А подставляем вот это значение. Да, нам нужно сюда А вставить вместо того, чтобы получить соотношение, чтобы у нас В было. Или Т равно В мотоцикла в квадрате разделить на А. Просто В мотоцикла разделить на А. Итак, в эту формулу вместо Т подставляем в этот мотоцикл. Итого мы получаем А мотоцикла, что делится на 2. Вместо Т квадрат вот это выражение. В мотоцикла делим на А в квадрате. Открываем скобки, получаем А делить на 2. Здесь будет В квадрат делить на А квадрат. Итого А квадрат и А сократится. У нас В мотоцикла в квадрате делить на 2. Такую же точно процедуру сделаем с велосипедом, что S велосипеда будет равно А велосипеда умножить на Т квадрат и разделить на 2. Поскольку у нас А равно В велосипеда делить на Т, естественно, будет равно В велосипеда разделить на А. Подставляем сюда вместо Т вот это значение. Получаем, что S велосипеда равно А велосипеда делить на 2. Ну и Т квадрат подставляем сюда. В велосипеда разделить на А в квадрате. Открываем дужки, получаем А велосипеда разделить на 2. Умножить на В в квадрате на А велосипеда в квадрате. Сокращаем вот это мотоцикл. И теперь мы можем приравнять вот этих две величины, поскольку S у нас одинаковые. S же мы написали, что S мотоцикла равно S велосипеда. Итак, у нас будет В мотоцикла в квадрате, деленное на 2А мотоцикла ускорения, равно В велосипеда в квадрате, деленное на 2А велосипеда. Используем вместо этого значения, подставим тогда 3АВ. Получаем тогда В мотоцикла в квадрате, деленное на 2, что множится на 3А велосипеда, равно велосипеда в квадрате, деленное на 3 на А велосипеда. Можно сократить эту тройку, А велосипеда можно сократить. Тут двойка у нас. Двойку высадить, то тройка у нас останется. Будет равно
равно v мотоцикла в квадрате, деленное на 3. Тройка останется здесь. Двойку сокращаем. Вот эти двойки сокращаем. Равно v велосипеда в квадрате, деленное на 1. Получили вот такое выражение v мотоцикла в квадрате, деленное на v велосипеда в квадрате, равно просто 3. Вот это соотношение можем вот таким образом написать. v мотоцикла делится на v велосипеда в квадрате равно 3. Отсюда v мотоцикла на v велосипеда равно корень из 3. v мотоцикла в конечном итоге получаем равно корень из 3 v велосипеда. При одинаковом расстоянии с соответствующими ускорениями, что мотоцикл 3 раза больше ускорения велосипеда, у них будет вот такое соотношение скоростей при одинаковом пройденном пути. За одинаковое время, вот так вот. И скорость, естественно, за одинаковое время. Вот такое соотношение. А если будет просмотрен вопрос, когда у них пройдут одинаковое расстояние, тогда у них соотношение скоростей будет вот так.